Спонсор выпуска – компания Силаруков. Компания, которая стояла у истоков производства качественной, удобной и продуманной экипировки для развития силы хвата, силы рук и предплечий. Продукции компании уже давно доверяют именитые спортсмены всех направлений. Огромный опыт производства и инженерной мысли позволил создать и усовершенствовать, сделав свои тренажеры максимально эффективными. У Силаруков огромный ассортимент товара, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Универсальные ручки для армрестлинга подходят к любому тренажеру, будь то домашний спортзал или продвинутый фитнес-клуб. Все ручки имеют металлическую основу и снаружи покрыты высокотехнологичным пластиком, который не ржавеет, не меняет цвет и всегда как новый. В ассортименте имеются ручки с разными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Также есть блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании Силаруков можно заказать на сайте silarukov.rf, есть доставка по России. Также у компании Силаруков есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и оффлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Вот кто мог предположить, что крымский рукоборец Артем Тайнов, обладатель сразу 2 чемпионских поясов турнира Лиги AMC и East vs West, не войдет в призовую тройку? Или, например, Абдулла Ильдаров, который удивлял нас до турнира мощными спаррингами, получит травму и не сможет дальше бороться в полную силу. А чемпион Лиги AMC Виктор Шевеленко, вот уж кто-кто, а Виктор точно должен был подняться на пьедестал. Но эти спортсмены, к моему удивлению, в этот раз остались без медалей. Абдулла Ильдаров, например, сказал мне после турнира, что был в очень хорошей форме, но в борьбе почувствовал хруст и боль в области плеча. Скорее всего, Абдулла получил серьезную травму, да уж, и такое бывает. Я уверен, что Абдулла еще себя покажет на следующих турнирах, главное, чтобы травма была несерьезной. Виктор Шевеленко боролся как лев, отдавая всего себя, но вот этот поединок забрал у него все силы. Посмотрите, рука его соперника почти у подушки, не хватает каких-то сантиметров. Но его оппонент получает фол за сход локтя, поединок продолжается. Снова поединок обещает быть затяжным. И вроде бы вот она, долгожданная победа, но нет. Подается апелляция и схватка продолжается. Вот это зрелище. Виктор пытается из проигрышного положения вытянуть верхом. Ему удается выбить кисть, но вытянуть отсюда у Шевеленко не получается. Я думаю, что Виктору не в чем себя упрекнуть, он сделал все, что мог. Друзья, такие поединки можно увидеть только на AMC и нигде больше. Хаджимурат Залоев, Артем Тайнов. Лично для меня, да и, наверное, для многих, Тайнов в этом поединке был фаворитом. Надо отметить, что спортсмены были свежими, это был их первый поединок в сетке. Но мне кажется, Хаджи просто просчитал Артема. Он знал, что Артем пойдет верхом и ударил в бок, нагрузив отведение Тайнова. Артем неплохо шел по сетке, пока не попал на Ильдара Бубенко, который, кстати, стал вторым в категории. И на мой взгляд, здесь повторилось ровно то же самое. Ильдар на старте максимально загибает кисть и уходит в бок. Победа. Был на турнире еще один парень, которого я не могу не отметить. Это Влас Темников из Соликамска. Пока этого парня мало кто знает, но я уверен, что у него большое будущее. Влас шел как локомотив, выигрывая одного соперника за другим, показывая очень зрелищную борьбу. Но в этот раз ему не удалось добраться до призовой тройки турнира Лиги AMC. Тренируется, кстати, этот парень у Алексея Казанцева, многократного чемпиона мира по пара-армрестлингу. Да, эти парни в этот раз проиграли, но так ли интересен был бы турнир Лиги AMC без их участия? 100% нет. Не знаю, как вы, но я жду с нетерпением очередного турнира Лиги, такого уже непредсказуемого и зрелищного. А пока мы приложим все силы для того, чтобы хоть чуть-чуть, но приблизиться к уровню проведения топовых турниров. И уже через 1,5 месяца планируем провести очередной турнир армфайтов с участием спортсменов-инвалидов. Только с вашей помощью, друзья, я надеюсь, нам удастся это сделать. Поэтому вновь обращаюсь к вам с просьбой помочь нам в этом добром деле. Денежные средства, которые пойдут на оплату дороги, питания и достойные призы победителям, можно перечислить по номеру телефона, к которому привязана карта. 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются.
На этом все. Подписывайся на канал, пиши свое мнение в комментариях, ставь лайк, если понравилось видео. И поделись этим роликом у себя на страничке в социальных сетях, это важно для меня и алгоритмов ютуба. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятуллин Руслан. Текст читал Берсеркер 13, Курбанов Эрик.